Всем привет, друзья! Вы на канале Умный Огород, и сегодня у нас тема «Настоящий детектив». Помните мое видео про растения-агрессоры? Так вот, в комментариях там разверзлись врата ада. Одни в панике кричат: «Помогите! Хрен захватил все! Скоро в дом через фундамент полезет!» А другие в это же время со слезами пишут: «Счастливые вы люди! У меня он пропал, не растет, и я годами не могу его развести даже на одну баночку хреновины». Друзья, ну как так-то? Как вышло, что самый страшный сорняк, который десятилетиями считался бессмертным, вдруг стал дефицитом? Почему он сбегает с участков, начинает капризничать, болеть и засыхать именно тогда, когда он нужнее всего для заготовок? Сегодня мы разберем этот парадокс по косточкам, вернее по корешкам. Почему перепашка мотоблоком делает только хуже? Чем кормить этого строптивца, чтобы он был злым, а не ватным? И самое главное, как приручить хрен, чтобы он рос там, где нужно вам, а не захватывал соседские 10 соток? Сегодня вы узнаете о хрене все. От посадки до полной капитуляции. Погнали! Многие привыкли считать хрен вечным двигателем огорода. Посадил один раз и забыл на 40 лет. Но в этом и кроется главная ловушка. Друзья, хрен – это не просто сорняк, это мощная биологическая машина. И как любая машина, без техобслуживания она ломается. Первая причина побега – элементарное старение. Хрен многолетник, но его корень продуктивен всего от 2 до 3 года. После этого сердцевина начинает древеснеть, становится пустой или волокнистой, как старый канат. Старый куст тратит все силы на поддержание своей огромной подземной массы, а на новые сочные отпрыски энергии уже не хватает. В итоге вы копаете, а там труха. Растение просто вырождается на одном месте. Вторая причина – пищевой кризис. Хрен обладает колоссальной силой роста. За один сезон он выкачивает из почвы столько калия, фосфора и микроэлементов, сколько не снилось даже прожорливым томатам. Если он сидит на одном пятне земли 5-10 лет, наступает локальная пустыня. Почва истощается вглубь на метр и более, хрен буквально съедает сам себя, мельчает и в какой-то момент просто не выходит весной из спячки. И, конечно, климатический стресс. Хрен – выходец из пойменных лугов, он генетически запрограммирован на влагу. В последние годы лето во многих регионах стало сухим и аномально жарким. Без полива хрен не погибает сразу, он хитрее. Он переходит в режим жесткой экономии, сбрасывает листья, замирает и постепенно деградирует. А если в этот момент на него нападает пырей или сныть, то хрен проигрывает битву за воду. Да-да, ваш агрессор оказывается слабым перед лицом обычной газонной травы, которая переплетает его корни и буквально душит в сухой земле. Так что если ваш хрен исчез, ищите причину в голодовке или жажде. Если ваш хрен выглядит так, будто по нему открыли огонь дробью, листья все в мелкую дырочку, пожелтевшие и вялые, поздравляю, у вас завелись квартиранты. И это третья причина, почему хрен деградирует и исчезает. Знаете, я часто вспоминаю детство в деревне. У бабушки на участке хрен всегда рос в самом дальнем углу, за сараем, буквально в изгнании. Я тогда маленький был и все время думал, но почему его так наказали? За что его отселили от всех приличных овощей подальше к забору? И только став дипломированным агрономом, я понял, бабушка была чертовски права. Хрен – это магнит для вредителей, которые обожают все семейство крестоцветных. Главный враг – это бабануха или хреновый листоед. Маленький синий-черный жучок, который за пару недель может превратить сочный лопух в кружевную салфетку. Если лист уничтожен, корень не получает питания, нет фотосинтеза, нет толстого хрена. Но если бабануху хотя бы видно, то второй враг куда коварнее. Это скрытнохоботник. Его личинки прогрызают ходы внутри самого корня. Вы выкапываете красавца, а внутри черные лабиринты и гниль. Такой корень не пойдет ни в закатку, ни в лекарство. Именно поэтому хрен нужно держать подальше от капусты и редиски. У них общие болезни, и они охотно ими делятся. Как бороться? Бабушка посыпала его обычной древесной золой, смешанной с табачной пылью. Это дешево, сердито и работает безотказно. Вредители терпеть не могут щелочную среду и запах табака. Если же ситуация вышла из-под контроля, можно использовать биопрепараты, но помните, хрен впитывает все как губка, поэтому никакой жесткой химии, если планируете тереть его к столу. Наша задача – сделать жизнь вредителей невыносимой, а не превратить свой огород в склад ядохимикатов. Друзья, сейчас внимательно. Мы подошли к самому главному –
как посадить хрен так, чтобы осенью вы выкопали ровный толстый корень, а не мочалку из мелких ниточек. Большинство делает как? Ткнули огрызок корня вертикально в землю и ждут чуда. А потом удивляются, что хрен вырос кривой, ветвистый и чистить его одно мучение. Первый секрет профессионалов – это правильный посадочный материал. Никогда не сажайте верхушку с листьями, голову. Для хорошего урожая нам нужны боковые ответвления, корешки толщиной с мизинец или карандаш и длиной сантиметров 20. Причем нижний конец обрезаем косо, а верхний – прямо. Это чтобы вы в суете не посадили его вверх ногами. Хрен такого юмора не понимает. А теперь главная хитрость, ради которой стоит досмотреть этот ролик. Называется она «ослепление». Берете ваш подготовленный корешок и ровно посередине, оставляя буквально по паре сантиметров сверху и снизу, начинаете его нещадно тереть куском старой мешковины или жесткой рукавицей. Ваша задача – стереть, ослепить все спящие почки в центральной части корня. Зачем это нужно? Если этого не сделать, из каждой почки пойдет боковой корень. В итоге вы получите бороду, которую невозможно почистить. Оставляя почки только на концах, мы заставляем хрен расти в длину и в толщину одним мощным стержнем. Сверху ботва, снизу питание, а посередине идеальный товарный корень. И второй важный момент – угол посадки. Не втыкайте хрен вертикально, сажаем его под углом от 30 до 45 градусов. Делаем небольшую траншею, укладываем наш ослепленный саженец наклоном, чтобы верхушка была присыпана землей всего на от 3 до 5 сантиметров. Почему так? В наклонном положении корень лучше прогревается солнцем, ему легче дышать, и самое главное, его потом в разы проще выкапывать. Он не уходит в Китай на 2 метра вглубь, а располагается в самом плодородном верхнем слое почвы. Попробуйте этот метод один раз, и вы больше никогда не вернетесь к обычной посадке. Многие думают, ну какая подкормка, это же хрен, он и на свалке растет. Расти-то он растет, но вот вопрос, какой? Если вы хотите корень, который будет сочным, толщиной с руку и продирающим до самого затылка, его нужно кормить по специальной схеме. У хрена есть своя золотая формула питания. В начале лета нам нужен азот. Без мощного лопуха не будет мощного корня, это закон. Чем больше листьев хрен нарастит в июне, тем больше питания он закачает в подземную кладовую к осени. Здесь отлично сработает настой сорняков или обычная мочевина. Но помните, никакого свежего навоза. От него корень станет дырявым, невкусным и начнет гнить. Но главный секрет живучести скрыт во второй половине лета. Хрен – большой любитель калия, а еще больше он обожает серу. Именно сера отвечает за те самые эфирные масла, от которых выступают слезы. Поэтому вместо обычной золы я рекомендую использовать сульфат калия. Сера сделает вкус злым и ядреным, а калий поможет корню налиться соком и не превратиться в сухую деревяшку. Просто посыпьте грядку в августе и обильно полейте. Хрен скажет вам спасибо своим ароматом. И, конечно, не забываем про полив. Если земля пересохнет, хрен уйдет в спячку, станет горьким, но не острым и очень жестким. Хотите мягкий хрустящий корень, держите почву влажной, особенно в августе. А теперь у меня к вам вопрос на засыпку. Мы все выращиваем хрен ради той самой легендарной заготовки на зиму. Но вы понимаете, прокрученные томаты, много чеснока и, конечно, свежетертый хрен. Этот соус мы храним в холодильнике всю зиму, и он – лучшее лекарство от любой простуды. Но вот что интересно, как только этот рецепт не называют. Я слышал варианты огонек, жгучка, кто-то называет кобра или хреновина. Но в моем родном городе этот соус всегда называли фантомас. Не знаю почему, но название прижилось железно. Друзья, а как называют этот соус в вашем регионе? Пишите в комментариях, давайте составим карту названий. И признавайтесь, есть ли среди моих зрителей мои земляки, кто тоже называет его фантомас? Друзья, мы много говорили о том, как заставить хрен расти, но у многих другая головная боль. Как заставить его расти только там, где я разрешил? Хрен ведь ведет себя как настоящий оккупант. Посадил один кустик, а через 3 года он уже здоровается с вами в другом конце огорода. Но выход есть, и я называю этот метод «хрен в законе». Мы поставим его в такие рамки, из которых он при всем желании не выберется. Самый простой и эффективный способ – это вертикальные ограничители.
Не нужно перекапывать весь участок, достаточно изолировать корневую систему. Идеально подходят старые ведра без дна, глубокие пластиковые тазы или обрезки широких канализационных труб диаметром от 200 мм. Как это работает? Вы выкапываете яму глубиной примерно от 50 до 60 см, вставляете туда наш цилиндр и заполняете его рыхлой плодородной землей, смешанной с золой. Сажаем корень внутрь этой емкости. Теперь хрен – заложник своей квартиры. Его мощные боковые отростки упираются в стенки и не могут расползтись по участку. Все силы растение тратит на то, чтобы уйти вглубь, а значит корень будет ровным и очень толстым. Но у этого метода есть еще один огромный плюс, о котором мало кто задумывается – удобство сбора урожая. Вспомните, как мы обычно мучаемся. Копаешь этот хрен, боишься разрубить основной корень, яма в колено, спина трещит. А с ограничителем все проще. Если вы использовали, например, высокую трубу, вам достаточно просто подкопать ее с одной стороны или вовсе вытащить целиком, если почва рыхлая. Вы просто вытряхиваете содержимое, и вуаля! У вас в руках чистый целый урожай, а в земле не осталось ни одного маленького кусочка, из которого весной вырос бы новый сорняк. Это идеальный вариант для тех, у кого маленькие участки или идеальные газоны, которые не хочется превращать в хреновые джунгли. Так что, друзья, ставьте хрен в рамки закона, и тогда он будет вашим верным помощником, а не ночным кошмаром. Ну а теперь информация для тех, у кого хрен из любимого соуса превратился в личного врага. Судя по вашим комментариям, масштаб катастрофы у многих запредельный. Друзья, если вы решили вывести хрен, забудьте про лопату и, упаси бог, про мотоблок. Вы уже знаете, один взмах фрезы, и у вас вместо одного куста вырастает 10. Это не борьба, это клонирование. Начнем с народных методов, которые требуют терпения, но берегут экологию. Первый – это голодная диета. Хрен живет за счет огромных листьев. Если вы будете подрезать их тяпкой на от 2 до 3 см вглубь почвы каждую неделю, как только они проклюнулись, корень начнет истощаться. За один сезон он не умрет, но за 2-3 года такой экзекуции сдастся даже самый стойкий агрессор. Второй метод – световая блокада. Накрываем участок черной пленкой, рубероидом или старым линолеумом. Важно, никаких щелей. Сверху придавливаем досками. Без фотосинтеза корень сгниет, но держать такую крышку придется минимум 1,5-2 года. А теперь про химию, о которой вы так часто спрашивали в комментариях. Если хрен захватил сотки, обычное опрыскивание раундапом или торнадо по листу его почти не берет. Концентрации не хватает, чтобы пробить корень на глубину 2 метров. Рабочий способ только один – инъекция. Срезаете листья у самой земли, находите срез корня, там часто бывает небольшое отверстие в центре, и с помощью обычного шприца вводите туда от 2 до 3 мл неразбавленного гербицида сплошного действия. Это хирургический удар прямо в сердце системы. Если же вы не хотите колоть каждый куст, можно использовать метод выжигания селитрой. Срезаем корень, засыпаем на срез горсть аммиачной селитры и плотно завязываем это место черным пакетом. Огромная доза азота в замкнутом пространстве просто сжигает точку роста. Помните, победа над хреном – это не спринт, а марафон. Выбирайте свой метод, запасайтесь терпением и, главное, не давайте ему зацвести и не пашите землю, пока не убедитесь, что враг повержен окончательно. Ну что, друзья, мы сегодня разобрали хрен буквально на молекулы. Мы научились его усмирять, кормить с огоньком и даже выводить, если он совсем отбился от рук. Но какой толк от идеального корня, если он засохнет в холодильнике за неделю? Запомните, хрен теряет свою злость, как только начинает сохнуть. Поэтому, если вы выкопали лишнее, не храните его просто так в ящике. Первый способ – это песок. В подвале или погребе, в ведре с чуть влажным песком, хрен пролежит до самой весны и будет как свежевыкопанный. Второй способ для городских жителей – морозилка. Почистите, нарежьте кусочками и в плотный пакет. Да, часть аромата уйдет, но ядрёность останется на месте. И лайфхак. Если тереть замороженный хрен, плакать вы будете гораздо меньше. И напоследок, давайте подведем итоги нашего исследования. Хрен – это зеркало вашего огорода. Он не бывает плохим или хорошим. Он просто требует понимания. Если он у вас растет, радуйтесь, у вас живая земля. Если не растет, теперь вы знаете, как это исправить. Друзья, мне очень важна ваша обратная связь. Расскажите, какая у вас сейчас ситуация на участке? Вы в лагере тех, кто пытается его развести,
Или в лагере тех, кто уже готов вызвать экскаватор, чтобы от него избавиться. И не забудьте написать про Фантомаса. Мне реально интересно, в каких городах наш любимый соус называют так же, как у меня на родине. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на «Умный огород». Здесь мы говорим о сложных вещах простым языком. С вами был ваш «Умный огород». До встречи в новых роликах. Всем крепких корней и жгучего урожая. Пока!